Так ли страшна смерть? Мы знаем немало серий игр, которые показывали нам смерть с ее темной и необузданной стороны, как существование времени, что рано или поздно проявит себя в самый неподходящий для этого момент. Но существует игра, которая ломает эти стереотипы, и сегодня я хотел бы вам о ней рассказать. Всем привет, с вами снова Анховиас, и сегодня я расскажу про Spiritfarer. Внесем некоторую ясность. Spiritfarer — это инди-игра в жанрах управленческого симулятора и экшн-платформера, разработанная канадской студией Thunder Lotus Games и выпущенная в свет в 2020 году. В год своего выпуска эта игра проскользнула мимо меня, но по совету знакомого я решил все же пройти ее. И что ж, я не прогадал. Визуальный стиль игры очень привлекает своей анимацией, простотой, красотой. К сожалению, эта игра не сыскала большой популярности, хотя у нее были все шансы стать таковой. Так, Spiritfarer получила преимущественно положительные отзывы и была номинирована в категориях игры, оказывающие социальное влияние, и лучшая инди-игра на The Game Awards 2020. Геймплей этой игры является проявлением гениальности и простоты. Авторы смогли уместить многочасовой геймплей на одном лишь корабле, используя разные предлоги в виде крафта необходимых ресурсов, ивентов, которые открываются спустя время. Разобраться в таком большом количестве механик помогают пассажиры корабля, что с одной стороны продвигает их сюжетную линию, а с другой стороны показывает нам, как необходимо добывать те или иные ресурсы. Некоторые материалы нам придется искать по миру, переплывая океан с острова на остров. Ближе к середине игры появится возможность быстрого перемещения между остановками, что очень сильно облегчит игру, ведь иногда задания могут находиться на очень далеких островах. На некоторые острова просто так не попасть. Для путешествия на дальние острова понадобится улучшение для корабля. Система улучшения корабля непримечательная. Найди и собери такие-то и такие ресурсы, чтобы получить улучшение. Весь этот нелегкий путь нам предстоит пройти за главную героиню этой игры, Стеллу, вместе с ее милым котом. Сюжет игры разворачивается в мире, что находится за гранью живого, и является переходным для умерших душ, которым предстоит уйти в мир иной через вечные врата. Стелла же в свою очередь является преемником паромщика Харона, что доставлял эти души к вратам, и теперь эта ноша лежит на ней. Помимо того, чтобы доставить пассажиров к их вознесению, также необходимо всячески помогать и выполнять их прихоти. Не буду спойлерить весь сюжет, да и на это потребуется очень много времени, так как диалогов там с разными игровыми персонажами просто до хе. Думаю, время рассказать про самих пассажиров, которые будут встречаться нам от начала и до самого конца игры. Пассажиры — это души людей, что умерли, но еще не отправились в вечность. Предстают духи перед игроком некими зверями, что, как я думаю, является олицетворением их характеров. Так как каждый пассажир любит и ненавидит разные блюда и не будет принимать одну и ту же еду, то готовка становится не менее важным аспектом, как и добыча ресурсов. Из-за чего становится важным открывать новые рецепты и готовить разнообразные блюда. Когда же мы выполним все задания от какого-то из пассажиров, то он предложит нам отправиться к вечным вратам, чтобы проститься с ним и отправиться в вечность. Также отличительной чертой Spiritfarer является очень красивый саунд-дизайн, который погружает нас в этот удивительный мир с ног до головы. Просто послушайте. А песня из концовки может и вовсе растопить лед даже в самом холодном сердце. A place, a world unseen to us all, but it's okay, we'll be together. И здесь уже стоит поговорить о важной черте Spiritfarer, о эмоциональном раскрепощении. Так, во время выполнения заданий пассажиров ты начинаешь привязываться к ним и спустя некоторое время отвозишь их к вратам вечности, где уже и будет происходить печальное расставание. В этом плане Spiritfarer очень приятная и душевная игра, что заставляет тебя чувствовать радость от новых побед, печаль от ухода уже полюбившихся духов, азарт от прохождения новых островов и много чего еще. Я достаточно давно не играл в такие хорошие и вайбовые игры. Конечно, стоит отметить, что это всего лишь мой опыт игры в Spiritfarer, и все же с некоторыми персонажами расставание не было таким печальным.
а скорее просто нейтральным. Но это не стало причиной снижения оценки игры лично для меня. Подводя итоги, хотелось бы сказать, что мне очень понравилась эта игра. И я серьезно советую пройти ее. Хоть у Spiritfarer есть свои недостатки в виде багов и иногда вообще непонятных заданий, куда непонятно те, куда нужно плыть, но все же она притягивает тебя своим сюжетом, геймплеем, аудиодизайном и, конечно же, своим окружением. А на этом все. Большое спасибо за просмотр. Играйте только в хорошие игры. Услышимся!